Нет времени объяснять. Кликаем на колокольчик, подписываемся на канал и помним, что АвтоСтронг возит только качественные запчасти. У нас только качественный сервис, и мы осуществляем быструю доставочку. И прямо сейчас мы провожаем в последний путь японского динозавра Mitsubishi 4M40. 4М40 – это древний двигатель Mitsubishi объемом 2,8 литра, который появился еще в 1993 году. В турбированном варианте он просуществовал аж до 2006 года. Этот мотор ставился на все большие внедорожники Mitsubishi. Дебютировал он на Pajero 2, также ставился на Montero, L200 и Delica. На его основе был сделан более мощный двигатель 4М41 объемом 3,2. Первые двигатели были атмосферными, затем добавились турбированные версии. Впрыск топлива изначально был механический, а в 1996 году его оснастили электронной начинкой. Этот двигатель развивает от 94 до 140 лошадиных сил. Архаичный дизель весьма надежен и неприхотлив, но есть нюансы, которые возникают только лишь с пробегом. В его топливной системе немало ручных регулировок, которые требуют определенной квалификации или хотя бы инструкции. Но правда в том, что эти двигатели возят своих владельцев до сих пор. Мы разбираем двигатель с Mitsubishi Delica Space Gear 1995 года мощностью 94 лошадиных силы с механическим ТНВД. Двигатель у нас дефектный, в нем провернуты вкладыши. Вискомуфта вентилятора охлаждения здесь не вечная. Если двигатель начал закипать, то следует проверить ее на работоспособность. Вот впускной коллектор с нашего мотора. Он олдскульный, то есть никакого пластика, и он цельный алюминиевый. И здесь нет никаких заслонок. Нет заслонок, нет проблем. А вот в двигателе с электронно управляемым ТНВД заслонки есть, и их две. Все, кто смотрит наши блоги, знают, что это не дроссельные заслонки, потому что дизельный двигатель в дросселировании не нуждается. Одна заслонка является глушилкой, то есть она закрывается, когда двигатель глушат, а вторая заслонка работает в паре с клапаном EGR. Кстати, EGR предусмотрен и на нашем простом моторе, но его очень часто глушат, что мы видим и в нашем случае. Вот это вакуумный насос, а вот это насос гидроусилителя. Обратите внимание, что в лучших традициях старой школы привод здесь шестеренчатый, никаких сопливых ремней. Встречаем ТНВД Zexel. Он же Bosch VI, очень капризный из-за своей старомодной конструкции. Он может дать течь по сальнику вала, и тогда двигатель будет плохо работать, глохнуть на ходу, не заводиться из-за нехватки топлива или завоздушивания топливной системы. Также через этот негерметичный сальник может втягиваться масло, которое через обратку попадает в топливный бак. В флуджерной паре могут возникать задиры, и тогда двигатель перестает заводиться на горячую. Это происходит из-за того, что плунжер не может создать достаточное давление топлива. Плунжерная пара меняется отдельно. Здесь установлен корректор давления наддува. Он связывает давление во впускном коллекторе с дозирующей муфтой
продукты ТНВД. В корректоре установлена подпружиненная мембрана, а под ней шток с управляющим конусом. Если в моторе пропала тяга, либо подхват турбины слишком поздний, то корректор можно отрегулировать и вернуть мотору былую прыть. Еще одно интересное устройство установлено на данном ТНВД. Это автомат прогрева. Здесь циркулирует антифриз. Когда антифриз холодный, шток втянут, и вот эта лопатка устанавливает ранний угол опережения впрыска. Когда антифриз прогревается, шток вытягивается, и тогда выключается режим прогрева двигателя. Если двигатель работает очень жестко на холодную, то это значит, что угол опережения впрыска очень ранний, и его можно просто подрегулировать вот этим винтом. И вот этим винтом регулируется холостой ход на холодную. Здесь еще один винт регулировки оборотов. И когда вы нажимаете на газ, происходит примерно следующее. А когда на полный газ, то вот эта лопатка соприкасается с концевиком и выключается кондиционер. Классическая болезнь этого двигателя — клапанная крышка течет по прокладке, а также по двум заглушкам по бокам, которые в народе называются полумесяцы. А в клапанной крышке у нас маслоотделитель. В нем две сетки. Они служат для того, чтобы отсеивать пары масла от картерных газов. Сетки забиваются, и пары масла вместе с газами идут во впуск. Сетки надо почистить. Чтобы это сделать, надо высверлить эту крышку, а потом думать, как ее поставить на место. А у нас здесь что? Правильно, единственный распредвал, два клапана на цилиндр, и тепловые зазоры регулируются шайбами. И по состоянию кулачков, как вы любите, бодрячком. Привод ГРМ, шестерня коленвала, шестерня маслонасоса, промежуточные шестерни. И, внимание, шестерни балансировочных валов. Да, на этом двигателе есть балансировочные валы. Ну а единственный распредвал приводится в движение дуплексной, то есть двухрядной цепью. Цепь здесь не вечная, она растягивается к пробегу 200-250 тысяч километров, и ее очень часто меняют заранее. И тут по старой доброй традиции шток натяжителя со стопором противохода. Еще один архаичный признак этого мотора – это впрыск фор-камеры. Головка блока здесь алюминиевая, и у нее есть распространенная болезнь. Она трескается при перегреве, то есть трескается в районе клапанов, в районе фор-камер. Признак трещины ГБЦ – это пузырьки газов в расширительном бачке. В очень сложных случаях расширительный бачок просто разрывает. Но в нашем случае ГБЦ в порядке. Так как у нас двигатель старый и поломанный, соответственно, и состояние цилиндров так себе. Здесь есть ржавчина и задиры, а хон, ну, он есть. Вот такой и должен быть поршень у настоящего мужика, чтобы еле помещался в руку и тяжелый. Поршни у нас немного подранные, а именно подранные на юбках. Но таким юбкам, я думаю, это нипочем. По маслосъемным и компрессионным кольцам никаких вопросов нет, а вкладыши у нас задранные.
Давайте обратим внимание на добротность этой конструкции. Обратите внимание на размеры компрессионных колец, маслосъемного кольца. Здесь присутствуют большие отверстия для слива масла, и сам поршень очень массивный. Обратите внимание на большую ширину шатунных шеек и вообще на огромный размер этого коленвала. Но даже этот огромный размер не страхует от работы на сухую, потому что шейки у нас в очень больших задирах. На сухую это плохо. И даже такой массивный коленвал у нас погиб. Коренные шейки у нас тоже поизносились, потому что коленвал вращается с трудом. Также можем добавить, что при больших пробегах обнаруживается люфт балансирных валов. Но на эту неприятность обращают внимание лишь тогда, когда капиталят двигатель. Разборка закончена, и сегодня мы вам показали реального мертвого динозавра. Вот именно такие моторы, массивные и надежные, конструировали в 90-е. Но добивали их в 2000-е. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти, звоните нам и помните, с вами была компания «АвтоСтронг».